Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Не забывайте подписываться на него и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Сегодня подготовила для вас рум-тур по моей квартире. Покажу, куда ведет каждая дверь, что где у меня находится, что где спрятано. Так что поехали! Любая квартира начинается с прихожей, и я стою на коврике, который лежит у нас при входе. В данный момент я стою спиной к входным дверям. Прихожая небольшая. До входа в ванную площадь у нее 3 квадратных метра. Сначала покажу в общем, как располагается и что в нашей прихожей, а затем остановлюсь поподробнее. Стоя вот так у входной двери, любой, кто войдет в нашу квартиру, он у нас увидит весь наш зал. Вернусь опять ко входу и начну по порядку. Справа у нас находится шкаф, куда мы вешаем одежду уличную. Ширина вот этой стены, куда можно было бы поставить шкаф, 1,23 м, поэтому мы с трудом нашли то, что нам нужно было. А именно хотелось не просто вешалочки, куда можно было бы повесить одежду при входе в квартиру, но и еще частично, чтобы закрывался шкаф, и можно было спрятать какую-то ненужную одежду. Производителем задумано на открытой части прихожей всего 2 крючочка, но нам этого было мало. Мы увеличили их до 4 штучек и сделали пониже еще 2 крючочка девочкам. Здесь располагается ящичек такой же для обуви, как и справа. Туда я убираю ненужную обувь, чтобы здесь она не копилась. Если, например, у меня 3 зимних сапогов, то одни я оставляю, а 2 пары прячу вот в тот ящичек. Сейчас мы стоим у стиральной машины, и вот что мы видим. Входная дверь, полочки и пуфик под полочками, чтобы посидеть на нем, когда одеваем обувь. Здесь я храню пакеты. Вот и вся мебель, которая у нас есть в прихожей. Теперь разворачиваемся обратно, встаем спиной к дверям. И что же мы видим? А видим мы здесь практически весь наш зал. И, конечно же, так не было задумано строителем. Стена заканчивалась вот здесь. То есть этого дверного проема не было. А вот эта стена, которая с пылесосом, она отсутствовала. На этой стене раньше располагалась дверь в ванную, где сейчас висят ключи. И чтобы пройти на кухню, мы проходили мимо новых вот этих дверей в ванную, по стиральной машине получается, и попадали на кухню. Но это все переделано. Сейчас здесь стоит стиральная машина, а спиной к ней, получается, стоит холодильник со стороны кухни. Но дыра там не сквозная, есть еще перегородка между техникой. Над стиральной машиной сделаны 4 полочки. Это своего рода кладовка. А здесь хранятся инструменты мужа, моющие средства, порошки стиральные, нитки с иголками, фен для кошачьего туалета, наполнитель. В общем, все такое не очень востребованное каждый день, но все-таки нужное. Рядом со стиральной машиной располагается вход в ванную, который раньше был вот слева, то есть рядом с зеркалом. Но чтобы было удобнее и поэстетичней, не сразу при открывании входной двери была дверь в туалет, вот ее перенесли так вот. Расположение сантехники в ванной не изменилось. Возвращаемся снова к входной двери и начинаем путешествие в зал. Площадь зала у нас 16,8 квадратных метров, длина 5,60 и ширина комнаты 3 метра. Высота потолков 2,40. Немножко оглядимся, чтобы понимать, о чем я буду сейчас рассказывать. В зале у нас 2 двери, и начну я с левой. Изначально за этой дверью располагалась кладовка, вот так у нее была стена в той комнате. Но прежним хозяевам захотелось из 2-комнатной квартиры сделать 3-комнатную, и они решили поставить стеночку вот в той части комнаты, убрав при этом стенку у кладовки.
Получились две комнаты, одна совсем небольшая, и вторая немножко побольше. Площадь той комнаты 13 метров квадратных, и прежние хозяева разделили ее еще на две маленькие. Нам это тоже поначалу нравилось. Вот так мы проходили в нашу спальню, за этой дверью она у нас была. А в той маленькой комнатке у нас стоял компьютер и кресло. Больше там ничего не было. Да и не особо бы еще что-то можно было туда поставить. Вернусь в коридор. Вот эта стена отсутствовала. Где стиральная машина, туда у нас был проход на кухню. Сейчас я вам покажу, как это выглядит теперь со стороны зала. То есть вот этой стены с розеткой не было. И для прохода на кухню мы как бы проходили вот за той стеной по стиральной машине, получается. Вот здесь она расположена, и вот здесь холодильник. Мы бы вышли как бы из холодильника. Но все переделано, тот проход убран и возведена вот эта стена. Что и позволило разделить ее на две части, чтобы в каждой комнате было по окну. И вот та самая дверь от кладовки, она находится вот здесь у кровати, и она у нас на данный момент не используется и не открывается. Ширина этой стенки небольшая, кровать 2 метра плюс вот эти свободные 25-30 сантиметров. На данный момент это самое удачное расположение кроватей. Под детской кроваткой есть пространство, где сейчас лежат большие, крупные, мягкие игрушки в таком пакете. Покажу, сколько места у нас между кроватями и окном, чтобы вот дойти до нашей большой кровати. Место есть, пройти можно. Я здесь иду свободно, не бочком. Дискомфорта не ощущаю. И вот обратно, это от нашей большой кровати я иду к выходу из комнаты.
В данном комоде лежат детские вещи и старшей, и младшей дочки. На комоде телевизор, но мы здесь его не смотрим, только в зале, просто стоит. Ждет своей отправки на дачу. Над комодом полочка, она несет и функциональный смысл, и как декор. Не люблю я, когда стены голые, хочется что-то повесить красивое, поставить какие-то игрушки памятные. Хранятся здесь настольные игры, книжки для чтения перед сном, и в этой корзиночке мелкие какие-то детальки. Напротив комода, это вот в самом углу получается дома, стоит трехстворчатый шкаф. Он у нас практически до потолка. Здесь располагаются все вещи взрослых, частично детские. Шкаф настолько большой, что это единственное место, где его можно было бы поставить. В средней дверце находятся вот на вешалках висят платья девочек, которые нельзя мять. Сверху в розовой коробке лежат сумки и какие-то ненужные вещи, куртки, которые не по сезону, пока не убраны вакуумные пакеты. Под одеждой лежит коробка, в ней белье, которое необходимо погладить. Тут же стоит утюг. И рядом в пакетик я складываю то, что уже мало младшей дочке, и буду это потом уже убирать. В этой половинке тоже висят вещи, более легкие куртки, например, не по сезону, одеяло запасное, какие-то элементы декора лежат у меня в коробке из-под хомы, и спрятаны подарки для девочек. Купила я в фикс-прайсе и вот так спрятала, чтобы не было им видно. Внизу под одеждой у меня стоят памперсы в синей коробке. Рядом лежат подарочные наборы, тоже чтобы не порвать их, не испачкать. Вот хранятся в таком недоступном месте. А снизу в шкафу лежат коробки с обувью, тоже которые не по сезону. И за третьей дверцей, которая с зеркалом, располагается вся повседневная наша одежда с мужем. Стала я у окна, которое находится рядом с комодом, и вот такой обзор всей комнаты, все 3 кровати в ряд. И с другой стороны, наоборот, стою на кровати, на взрослой, на нашей, и вот такой обзор с нее. Рядом с комодом дверь, которая выходит напротив кухни. А у изголовья кровати дверь, которая выходит рядом с диваном. А сейчас покажу, где была стена раньше, которая разделяла эту маленькую комнату еще на 2 части. Проходила она вот по этому плинтусу. Здесь он располагается не зря, так как линолеум раньше был разный в этих 2 комнатках. Но после того, как стену убрали, линолеум мы сделали одинаковый в этих половинках комнат. И видно по обоям, где была стена в этой части комнаты, они одни, и мы подобрали компаньоны вот эти с мишками. Как раз они также проходят по границе, где раньше была стена. Стена была из гипсокартона, и убрать ее не составило никакого труда. И если нам захочется, возвести ее будет не так-то и сложно. Можно будет сделать ее обратно. Покажу еще с другой стороны, насколько была маленькая комнатка. Вот это 3. Граница проходила вот по этому плинтусу, и как раз она была по окну. То есть окно заканчивалось, сразу начиналась стена. Правда, в этой комнате можно было поставить кровать и даже для взрослого человека. Но она была очень маленькая. Так что у нас здесь стоял компьютерный стол угловой вместо комода и кресло, которое можно было разобрать и даже полежать. А вот на этой стеночке она была вот такая узенькая,
К сожалению, ничего нельзя было поставить. Выходим из спальни и пройдем еще на кухню. Посмотрим, что же здесь. Площадь кухни 6,1 метр квадратный, но она кажется побольше, так как нет стены. Основная стена проходила вот здесь по плинтусу, так до потолка. Соответственно, вот этой с розеткой стены не было. На кухню мы попадали бы с той стороны, где машина стиральная. Выходили бы мы со стороны холодильника. И вот здесь бы располагалась как раз дверь на кухню. Вот здесь. То есть вместо холодильника должна была бы быть дверь на кухню. Вот здесь вот располагается окно, окошечко, которое освещает ванную, как раньше были в фильмах, но тоже все убрано. И вот здесь гарнитур такой небольшой на 5 ящиков. Задумка с нишей мне очень нравится, как придумали ее предыдущие хозяева. Не представляю, где бы такой большой холодильник я бы разместила на такой маленькой кухне. И если бы была стена еще, то и стол бы пришлось сделать всего лишь для 2 стульев, а не как у нас для 4 получается сидячих мест. В квартире у нас есть балкон, и располагается он вот рядом с компьютерным столом. Он застеклен не евроокнами, а просто деревянными рамами. Шарики остались от празднования дня рождения девочек, поэтому пока они стоят. Плотных штор на окнах нет, только тюль, так как из окна у нас видна больница, поэтому ни мы никому не мешаем, ни нам никто не мешает, и не очень утяжеляется окно тем самым. В спальне же, конечно, плотные шторы есть. Для тех, кто не очень все-таки понял, как и что расположено по моему рассказу, я приложу схему нашей квартиры. Вот такой рум-тур хрущевки у меня получился. Не забывайте подписываться на мой канал, писать комментарии. До новых встреч. Пока-пока.